Здравствуйте, с вами Владимир. Сейчас я покажу, как класть самый бюджетный камин, который можно придумать. 3,5 на 3,5. Сейчас буду класть, и ролик будет длинный, потому что буду класть без монтажа. Компьютер у меня старый, глючит страшно, я столько нервов трачу, столько времени, пока ролик смонтирую. Ну, кто знает, это закидываешь ролик, в этом пинакле я делаю, а потом жду, пока это пинакли прочитает, загрузит, ну, в общем, там тяжко. И поэтому прошу оказывать помощь каналу, потому что вы деньги все, которые не пришлете, все будут истрачены только для роликов, там, для организации съемочной площадки. То, что много надо, в всяком случае компьютер надо, но нет, так буду с этим мучиться. В общем, по возможности, кто что сможет, помогайте. А сейчас будем класть камин, самый бюджетный вариант. Камин 3,5 на 3,5 кирпича. Вот, как видите, вот выложили два ряда и внутреннюю сторону. Вот эту внутреннюю кладку, ну или футоровку кто-то назовет, делаем вот так вот на ребро. Вот так это делаем. Да, еще хочу сказать, что делать это надо все из полнотелого кирпича, потому что тут другого нет у меня. Я вот многие вещи делаю из такого вот кирпича. Поэтому сам камин, лицевую сторону, можно делать из любого кирпича, хоть и из облицовочного даже, там, щелевого. А вот внутри обкладку лучше из шамотного, конечно. И трубу убегающую, которую я буду делать, там дымозаборник, его тоже нужно делать из этого, из полнотелого кирпича снова. Ну тут пока все ясно, что делаем. И вот так вот и кладем. Что у меня еще такого было, что YouTube платит деньги за просмотр рекламы. Получилось так, что когда $100 набирается на счету ютубовском, то приходит то можно снимать, когда больше $100. И в общем набралось у меня $100, я захотел деньги снять. Ну и захожу туда, в эту партнерскую программу, и там раз написано, что на ваш счет был выслан какой-то там пин-код. Это самое. То есть вам письмом было выслано. Я думаю, что за фигня? Стал письмо искать в почте, нету. А оказывается, что написал в службу поддержки, там объяснили, что письмо бумажное. Придет там с Америки, с Ютуба, откуда там. И это самое, оно вам было выслано, это у меня было просто написано, что выслано оно 12 ноября. Оказывается, письмо высылают, когда наберется $10. И значит, что это самое, канал давно очень открыт у меня. И после того, как я открыл канал, я там, менял адреса, что переезжал, потом квартиру продал, это за 3 года все случилось, потом купил дом, потом купил другой дом, этот дом продал, в общем, я не помню, а канал зарегистрирован 2 года назад. И значит, я не помню, какой я адрес давал, потому что когда с квартиры съехал, я еще оттуда не выписывался какое-то время. И, в общем, письмо, не знаю, где оно, что оно, куда оно придет, но я надеюсь, получу эти деньги, потому что если письмо не получил, пин-код не ввел, и присылают следующее письмо, там, через 2 месяца или через сколько, я не знаю. И
буду ждать другого письма, потому что сейчас я в Ярославле, сам я из Смоленской области, город Велиш. И там я в Велиже все вот это вот и продавал, покупал. Ну, то есть вот такая картина. Ну, ладно, там будет все нормально, я надеюсь. Потому что смотрят, слава богу, меня, что меня очень радует. То есть мне это дает вот энергию, силы, что вы смотрите. Там лайки ставите, комментарии пишете, там интересуетесь. То есть мне это приятно очень. Спасибо огромное, кто оказывает помощь каналу. Огромное спасибо. Вот на данный момент я дня 4 назад обратился насчет помощи. И на данный момент собрано около 6000 рублей. И что? Вот я над титрами сейчас напишу, сколько денег на момент монтажа, потому что я не знаю, когда я этот ролик выкину, выложу в смысле. Может там через неделю, может через 2. Может раньше, потому что с монтажом, надеюсь, не надо будет долбаться. Так, ну вот смотрите, кладем топку камина саму. И что делаем дальше? То есть камин это вообще очень просто, это как ящик, в котором горит огонь. Но единственная там трудность, чтобы, ну не трудность, такой секрет небольшой. Ну, не секрет, а просто технологическая такая штука, что надо делать зуб в камине. Почему зуб? Потому что он, ну сейчас я покажу, как делается зуб, и всем все станет ясно. Ну вот топку заканчиваем, саму каминную топку. То есть зачем люди тратят большие деньги, когда можно самому взять и сложить этот камин. То есть сколько сюда, ну я не знаю, посчитаю сколько, ну штук 300 кирпича сюда уйдет. Хотя бы сам камин, наверное, меньше, труба много больше заберет. Ну, значит что, вот мы сложили топку и сейчас перекроем. Ну, перекрывал бы я чем, допустим, вот уголком вот таким перекрывал. Можно еще из кирпича сделать перемычку, но это более отдельная тема. Но уголок тоже нормально, потому что сюда идет подсос воздуха. И тут не жарко, не горячо. Потому что я покажу. В общем, и кладем перемычку. И продолжаем ложить камин. Ну или класть, кому как нравится. И дальше что вот? Соответственно, футировка внутренняя. Ну, пока тут все понятно. Простенько все. Ну, как я уже говорил, вот эти стенки можно хоть из облицовочного кирпича сделать, только вот внутреннюю футировку надо. И что дальше? В общем, вот эту перемычку, вот я сейчас чуть-чуть песочка сюда подсыплю, чтобы она у нас была вровень складки, чтобы перепадов складки не было. Так, типа раствор сымитирует. И вот, чтобы вот у нас с кирпичом на одном уровне. И продолжаем класть это дело. Вот так все, ничего сложного, все нормально. Кирпич вот чужой порчу потихоньку. Ну, кирпич я планирую купить прямо тут, в ближайшем будущем. Потому что уже поддон кирпича собрано. Но кирпич будет опять такой же щелевой, потому что тут другого нет в Ярославле. Вот так. И в чем секрет сейчас? Тут зуб будет начинаться сейчас. То есть зуб, такой вот загиб внутри топки.
здесь, как обычно, делаем эту внутреннюю обкладку. Так. И сейчас, я не знаю, видно с камеры, мне тоже говорили, что камера плохо стоит у меня. Так, ну вот здесь чуть-чуть не влазит. Сейчас я молоточком подправлю. Вот порчу чужой кирпич. Ну ладно, человек, думаю, с пониманием отнесется к этому. Сейчас он так занят постоянно. Я у него как бы типа делаю вид, что я как бы работаю, что-то делаю, но я ничего не делаю, естественно. Человек с пониманием относится ко всему. Вот так, вот под перемычку это делаю. И с той стороны делаем аналогично. Это все, конечно, надо болгаркой пилить. Но в старину люди так все время долбали молотком. Вот старые печки, как я разбирал. Ну и сам болгарку это увидел где-то в 90-х годах. А в каком-то фильме иностранном, году в 70-х, видел бензорез. Ну, с опозданием чуть-чуть. Ну ничего, главное, чтобы там дошло. Слава богу. Вот так. И видели, что дальше происходит? Нам вот это вот место, оно самое слабое. И поэтому сюда кладем уголок. Он длинный, я его резко не хочу, поэтому сымитирую его вот так вот. Да, выпущу наружу. Вот так вот кладем уголок. Полкой туда. Он вот именно туда полкой кладем. Ну, 75-ка. Минимум 50-ка. Почему? И потом по этому уголку кладем вот такие детальки. Вот. Это нам делать надо для того, чтобы именно защитить вот эту заднюю сторону. То есть вот, если видно, вот смотрите, вот так вот кладем такие детали, чтобы нам защитить вот эту сторону от огня. То есть по кругу все это делаете. Видите, как отдельно топливик получается, как выложенный отдельно. Вот так. И затем продолжаем класть. Все, делаем дальше. Ну ладно, это понятно, это я схематически обозначил, потому что, ну, вот так вот сделаю сейчас. Потому что тут пилить надо, все такое. Главная суть ясна всем, что вот эта штука надо. И дальше вот еще ряд прокладываем. После этого начинаем. И, ну, камин этот, видите, сами не маленький получается, такой нормальный. И тут ничего сложного нет вообще, это любой человек сложит сам, конечно. Если нужен навороченный, там камин большой, слишком красивый, то тогда, конечно, надо специалиста приглашать. Но часто люди хотят камин попроще. И вот самому это не проблема, это даже интересно. Вот мне интересно, допустим, я складываю на сухую. И как в кубики играю. Как один человек написал в комментариях, хотел лего сыну купить, но ему надо поддон кирпича. Длинную полку вот так выкладываем. Она тоже с двумя целями, как бы для декорации, и она опору на это вровень надо вот эти пилить штуки с этим. То есть и декорацию создает, и опору сюда.
мешало кладке это резать. Но это нужно так. И вот такая каминная полочка у нас получается. И делаем каминную полку по кругу. То есть не совсем по кругу, заднюю стенку не надо, обычно задней стороной камин к стенке опирается. Поэтому сделаем каминную полку именно с этих, с трех сторон. А вот здесь вот начнем зуб. И глядите, как можно. Ну, много вариантов есть, как зуб делать. В нашем варианте, потому что можно это сделать, если шамотный кирпич, из шамотного кирпича вот так вот. Потому что и связывать будет, видите, нормально. И здесь все равно сзади не видно, если камин к стенке. Давайте вот так вот сделаем чуть шире. То есть, видите, камин к стенке, и поэтому его не видно, это так мы перевязываем. А второй вариант есть зуб делать. Это вот такие детали, ну их тоже используют. Вот такие детали пилить, и вот они, видите, идут наискось туда. Это чтобы дым, когда топишь, с дымом что происходит? Он изгибается тогда, а здесь будет вот сейчас, ну сейчас увидите, тут несложно. Делаем отступ от каминной полки, тут нормально у нас позволяет нагрузка. И вот так вот, видите, как красиво все получается. Каминная полочка. Зуб, все дела. Вот так вот. И простенько, и со вкусом. Ну, я видел такие вот штуки, когда люди додумывались перекрывать. И значит, так, и прошу это самое, звоните, если звоните, по делу только. Потому что часто вот я так делаю, кладу, и раз мне звонок. Телефонный звонок немножко выбил из ритма, но сейчас войду. В общем, понятно, тут кладем. Вот что у нас получается. Что вот это нельзя, я видел такие камины, что уголком вообще перекрывали и дырку оставляли. Ну такое, конечно, гореть не будет никогда. С этим, я думаю, все понятно, что тут это ровно надо, это чтобы не резать. И теперь что делаем? Вот таким убегом потихоньку начинаем печку сводить. Ну, в смысле камин. Ну, камин тоже, по сути, печь. Вот потихоньку сводим трубу именно в ту сторону. Здесь вертикально, а сюда все сводится. И вот так вот кладем дальше. Как с зубом ясно картина, что происходит. Это самое, вот это вот извилина, то есть сейчас сюда дальше кладем. Вот это вот, он извилину такую создает. А здесь так, вот эта извилина, она создает тягу. Кладется элементарно. Зуб режется до верха зуба, пока здесь не останется сантиметров 17-20, вот так вот. Ну, то есть мы это сводим и зубом еще сводим. Вот на этом уровне зуб можно заканчивать. И это самое. И только вот эту вот убегающую трубу сюда делаем, пока не дойдет вот до этой вертикали. Это, как я понимаете, объясняю, рассказываю только суть саму, как камин делается, поэтому в комментариях не надо там писать, надо так, надо эдак.
Поэтому вот это, если какие-то по делу замечания будут, например, про перемычку, хотя про перемычку у меня будет отдельный ролик, как сейчас делать перемычку. Ну, один из простых путей — это уголок. Хоть там кто-то скажет, а там типа туда-сюда, плохо. Но я вам этот ролик выложу и ссылку дам на ролик, где я растапливаю печь барбекю. И там я все про это объясняю. Ну, про то, что подсос воздуха идет большой. И вот этот вот уголок, он почти не греется. Так. Все, теперь поняли, вот сюда все доводим и выходим на пятерик. С боков, вот по бокам вот здесь, сводить медленнее в 2 раза, чем там. И тогда вы четко выйдете, симметрично будет со всех сторон. Так вот у меня получилось немножко, тут сошлось, а тут не совсем. Здесь поняли, я схематично показываю. Здесь вот вертикальная стенка идет. Пришлось, конечно, немножко подолбаться с монтажом, но немножко, что не каждый кирпич резал, как кладут. Так, ну вот и все. Ну, все ясно, тут задвижка ставится. Это наипростейший, бюджетный, суть поняли. Зуб сюда, это сюда, извилина в трубе, и оно идет куда положено. Теперь будем зажигать, я надеюсь, разгорится. Бумага сырая. Что еще хочу сказать, что на комментарии я нормально могу отвечать только сразу после выхода ролика, потому что я занимаюсь, как вы понимаете, физическим трудом, мне некогда. И вечером, вот я ролик когда выкладываю, смотрю и сразу отвечаю на комментарии, потому что потом я теряюсь. Я скажу вам честно, что я путаюсь, теряюсь во всех этих компьютерных технологиях. Мне так все тяжело дается. И вот мне приходит оповещение, что типа вам сообщение туда-сюда, вам комментарий. И я не знаю, где его искать. А свои ролики я смотреть не имею права, потому что на них часто бывает реклама без возможности пропуска, а я не имею права смотреть свою рекламу. Ну что тут у нас? Ну вот, даже еще камин не разгорелся, а дым уже идет туда, куда надо. Все, подписывайтесь на канал. Всем пока.